Доброго времени суток, уважаемые! Я рад вас приветствовать на канале ДК-82. Сегодня у нас пасмурно, периодически накрапывает дождик, но я такую погоду люблю, зато не жарко. Прогулялся до реки, покидал спиннинг. Пару раз что-то хватало, но безрезультатно. До захода солнца осталось не больше 2 часов, и сейчас я хочу немного рассказать о том, как я располагаюсь на привал, если у меня мало времени. Быстрый привал, я его так называю, обычно организовывается на ходовой рыбалке или на охоте, когда времени на отдых немного, когда разжигать костер и готовить какой-то там полноценный обед нецелесообразно. В этом случае самое оптимальное, на мой взгляд, это расположиться на поваленном дереве. Такое дерево одновременно может выполнять функцию и стула, и стола. Ну и, соответственно, чем оно больше, тем будет удобнее на нем располагаться. Если с собой есть пенка туристическая, пендель, еще его называют, то вообще отлично. У меня вот такой вот коврик. Удобная, кстати, оказалась штука. Я их в свое время взял 3 разных. Оранжевый, зеленый и красный. Ссылку в описании оставлю. Надеюсь, она еще действует. Ну а дальше уже дело техники. Присаживаемся. Если есть с собой бутерброды, термос с чаем, достаем, перекусываем и идем уже по своим делам. Рыбачить, охотиться, собирать грибы. Но сегодня я хочу провести один эксперимент. По вашим просьбам, кстати. В общем, попробую использовать вот эту печку, которая работает на сухом горючем, в качестве щепочницы. Не знаю, что получится. Посмотрим вместе с вами. Уберем листья, ветки, чтобы, не дай бог, ничего не загорелось. И вот здесь уже будем экспериментировать. Я, конечно, понимаю, что затея бестолковая. Эта печка создавалась специально для сухого горючего. Объем топки у нее небольшой. Много щепок сюда не накидаешь. Ну и, скорее всего, они будут быстро прогорать. Но попробовать надо. Мне самому интересно, что из этого получится. Заготовил дрова в качестве растопки. Возьму половинку ватного диска, который пропитан парафином. Горить. Наверное, надо что-то подложить, а то потом от парафина не отмоешь. Вот так будет лучше. Начинаю загружать печку дровами. Чувствую себя гулливером. Такое занятие смешное. В общем, вот такая литровая кружка, которой просто приделана ручка. Попробую сейчас в ней закипятить полную наливать, конечно, не буду.
но почти полную. Готовить будем лесной чай. Так, что у меня тут есть еще? Яблочко. Я его, правда, немножко отгрыз. В общем, чай-компот получится. Да, конечно, объем топки совсем небольшой. Как потом туда подкладывать, непонятно. Ну, давайте пробовать. Довольно-таки бодро горит. Есть возможность подкладывать дровишки. Ну, конечно, занятие такое ювелирное. А вряд ли я буду еще раз так делать. Проще, конечно, закинуть 2 таблетки сухого горючего и не париться. Ну, в принципе, ничего. Горит. Периодически кислорода не хватает, она начинает затухать. Я ее раздуваю и снова ставлю кружку на огонь. Прошло минут 7. Как я и предполагал, ветки очень быстро прогорают. Почти вся топка уже забилась пеплом. Но процесс идет. Медленно, но идет. Вода уже горячая. Думаю, скоро закипит. Еще минут 5-7, не больше. В общей сложности с момента установки на огонь вода закипела, ну, минут, наверное, за 20, может 25. Поэтому вполне себе приемлемый вариант. Не так уж я и заморочился. Если торопиться некуда, знаете, такое занятие сродни медитации. Сидишь, смотришь на огонь, подкладываешь всякую мелочевку. Ну и, как я уже говорил, дым от костра пахнет намного приятнее, чем испарение от сухого горючего. Завершился эксперимент. Печка почти остыла. Осталась вот такая вот совсем небольшая горстка пепла. Сейчас я ее спрячу. И на этом месте, на котором я находился, не останется никаких следов пребывания человека. Что тоже, я считаю, важно. То некоторые нажгут костров, ступить негде. Вот как-то так. Ну что ж, мой походный стол оформлен. Сейчас перекушу и пойду дальше по своим делам. Какие выводы можно сделать в заключении? В принципе, такую печку, которая предназначена для сухого горючего, можно использовать в качестве щепочницы, если у вас достаточно для этого времени.
Ну и, соответственно, желание. Потому что сидеть, подкладывать вот эти мелкие веточки, ну, такое себе занятие. На любителя, скажем так. В кадре у нас замечательный пирожок, а если быть точнее, ичпачмак, приготовленный моей любимой тещей. Просто вспомнился анекдот, не могу не рассказать. Где-то, значит, в море, там в океане терпит крушение круизный лайнер. Из всех выживших остаются двое. Это татарин и молодая красивая девушка. Получается так, что рядом находятся два острова. Она выбирается на один остров, он выбирается на другой. И, соответственно, проходит какое-то время, там день, два, три, вот они ходят по берегу и не решаются, значит, переплыть навстречу друг другу, либо один к другому, потому что между двумя этими островами плавают акулы. Ну и, в общем, эта девушка думает, как же приманить этого мужчину, чтобы он переплыл, и кричит, значит, ему: переплывай ко мне, у меня есть то, о чем ты так давно мечтаешь. Татарин раздевается, бросается в воду с криком: неужели ичпачмак? В общем, вот такой анекдот, друзья. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Всем большой рахмет, как говорится, теща особенно. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока.